Мне скажут, зачем это показывать, рекламировать и так. Да не надо рекламировать, это уже не требует рекламы. Уже за несколько дней 7 миллионов человек посмотрели в интернете этот клип. И уже написали, что аж палец, так сказать, натер на повторах. Наконец, вот он, гимн России 2018 года. Вот она, правда о России. Масса по этому поводу откликов. Но эти 7 миллионов просмотров – это ребята, которые телевизор не смотрят. А интересно, родители знают об этом клипе? Или учителя? Такой клип стоит, на мой взгляд, где-то от 35 до 40, может быть, 50 тысяч долларов. Это очень качественно сделано, профессионально сделано. Вот послушайте. Я заливаю глаза керосином, пусть все горит, на меня смотрит вся Россия. Пусть все горит, я заливаю глаза керосином, пусть все горит, на меня смотрит вся Россия. Пусть все горит, я теперь готова ко всему на свете. Я отсидела свой срок в интернете, выхожу на улицу гладить кота, а его переезжает тачка мента. Я иду по городу в черном худи, тут обычно холодно, злые люди. Впереди меня ничего не ждет, но я жду тебя, ты меня найдешь. В золотых цепях я утопаю в болоте. Кровь моя чище чистых наркотиков. Вместе с другими тебя скрутят на площади, а я скручу свои новые жилплощади. А вот ребята, которые пляшут под этот клип, они смысл его понимают? Вот эти ребята, которые прыгают и повторяют слова, они повторяют слова, потому что они просты. Они повторяют слова, потому что клип увлекателен. Они повторяют слова, потому что это вписывается в их субкультуру. Но смысла этих слов и смысла этих образов, смысл они понимают, и им разъясняют смысл. Вот смотрите, аннотация для непонимающих. Два главных героя – вампиры, олицетворяющие власть в нашей стране. Вот они пьют кровь народа и питаются мертвечиной старой идеологии СССР. Едят мясо перед мавзолеем. Их поддерживают силовики, видите, без помощи которых они не смогут удержать власть. Цепь на вампире отсылает к бандитскому прошлому чиновников. Вот вам и церковь. Напротив храма Василия Блаженного гроб с головой, который говорит: смерти больше нет, смерти больше нет. Это что значит? Это не смерти больше нет, это ты покончил с собой, и поэтому смерти больше нет. Ты облил себя керосином, сжег себя, поэтому смерти больше нет. Смысл очень прост. Твоя страна – это отвратительное сборище вампиров, которое сжирает собственный народ, церковь, которая не может ничего сделать, потому что она бессильна. А в общем-то, лучший выход из этого положения – просто уйти из этого мира. И ты прославишься. И мы видим это. Концерт этой группы был запрещен. Вот во что это вылилось? Пусть горит, на меня смотрит вся Россия. Пусть горит. Вот эти ребята на улице выражают свой протест, возмущение. Они поют эти слова. Я заливаю глаза керосином. Пусть горит, на меня смотрит вся Россия. Пусть горит. Запрещать увеличилось количество просмотров кратно. Арестовывать бессмысленно, только вызывает протест. Что делать? Надо работать, господа, с этими ребятами, чтобы они понимали, что есть святыни, которые нельзя трогать, что была Великая война, которую они должны знать, что есть вещи, над которыми нельзя издеваться, что учитель – это величайшего достоинства человека, что его нельзя оскорблять,
что нельзя издеваться над бессильным и потом выкладывать это в интернете, что нельзя избивать пенсионера и так далее, и так далее. Это нужно делать до того, как они вкусят всей этой прелести, которая на них свалится. До того. У моего двоюродного деда, историка Дмитрия Кончаловского, была книга, она называлась «Пути России». Там была такая мысль. В государстве, где утеряно понятие греха и стыда, порядок может поддерживаться только полицейским режимом и насилием. А что такое понятие греха и стыда? Тони Роббинс может научить этим понятиям за 5 часов? Нет, никогда. Потому что он сам бесстыден. Он морочит людей. А воспитание этого понятия греха и стыда, оно на чем зиждется? На вере, на знании истории, на культуре, на книгах, великих книгах, которые написаны в нашей стране. Так вот, если мы не сумеем воспитать молодое поколение, понимающее, что такое грех и стыд, мы не можем жаловаться на то, что порядок в стране будет поддерживаться полицейским режимом и насилием. Нам это надо?